Всем привет! В этом видео будем собирать вот такой короб для встроенного шкафа. На него навешивается направляющая с роликами, по которой двигается дверь. Поэтому этот короб должен быть достаточно прочным на изгиб и желательно не нагружать потолок. Разметку и установку периметра я пропущу, потому что это элементарные вещи, это и так все умеют делать. Единственное уточнение то, что снаружи у нас будет обшивка в 2 листа гипсокартона, а изнутри в 1. При стандартном монтаже такого короба перемычки ставятся вертикально, как на верхней схеме. В нашем случае перемычки будут установлены по принципу фермы, то есть под наклоном, и будут делить внутреннюю часть короба на равномерные треугольники. Поперек нашего короба, внутри потолка, проходят основные профиля с шагом 40 см. Направляющий профиль для нашего короба, а это CD-шка, в тех местах, где есть металл под гипсокартоном, крепим 25-ми саморезами и затягиваем плотно. А там, где пустой гипсокартон, тройками саморезов методом елочкой. Делаем разметку, так чтобы у нас получились равномерные треугольники, и разгибаем края профиля. В случае использования обычных перегородочных профилей такого делать не нужно. Там для этого есть стандартные направляющие. Устанавливаем перемычки. Они могут быть и одинарные, а могут быть и V-образные. Перемычкам можно сразу придать нужный угол и подрезать концы, так чтобы они поглубже входили в периметр. А это установленная перемычка. Каждая ее часть крепится к направляющему профилю с двух сторон, сверху и снизу. Нижнюю часть можно сразу выровнять по лазеру, сделать уровень и плоскость. Готовый каркас. Все перемычки установлены на свои места и закреплены на саморезы. Уголки перемычек внутри можно подрезать, если они мешают. А если не мешают, оставляйте как есть. Короб с косым расположением профилей, которые связаны по принципу фермы, гораздо лучше сопротивляется изгибающей нагрузке, чем стандартный короб с вертикальным расположением перемычек. Такая схема практически не передает усилия на базовый потолок. Зашиваем первый слой. Он может быть из нескольких частей. Второй слой гипсокартона у нас целый, без стыков. Потому что короб имеет 1,95 м, а это меньше, чем длина листа. Торец снизу тоже обшиваем гипсокартоном. И изнутри также целая полоска в один слой. В принципе, наша гипсокартонная работа закончилась. Дальше будет отделка. Короб такой конструкции можно нагрузить распределенным весом больше 150 кг, и ничего с ним не случится. То есть он выдержит любую дверь. Ну, на этом всем пока. Спасибо за внимание.